Здравствуйте, уважаемые подписчики канала и те, кто только собирается присоединиться к нему. С вами вновь я, профессор. С вами мы сегодня будем говорить о такой теме, как бои на Балтийской косе. У немцев она называлась Фришенерунг. В период с 26 апреля по 9 мая 1945 года. Завершающая стадия войны. На тот момент уже полгода как сидит в осаде группировка в Курляндии, которые безуспешно пытаются взять наши войска, и которая уже фактически ничего не решает на фронте. В Чехии окруженная группировка немцев, осажден Берлин. Прекращает в конце марта свое существование группировка в составе 4-й немецкой армии общевойсковой, которая прижата к заливу в районе Халигенбаля, ныне название Мамоново. Кстати, приходилось в комментариях под некоторыми видео читать такие вещи, что кто-то из зрителей и подписчиков высказывал уверенность, что эта группировка, имея в виду Халигенбальская, продолжала свое сопротивление вплоть до мая 1945 года. Это не так. В течение того времени, как группировка находилась в окружении, немцы интенсивно выводили из ее состава боеспособные части, не говорим уже о беженцах, на территорию косы Фришенерунг или на территорию Земландского полуострова для укрепления обороны города порта Пиллау. Так что в марте там уже никого не было. Я имею в виду из окруженных немцев. В апреле 9 числа 1945 года пал в результате штурма город-крепость Кёнигсберг. Перед командованием 11-й гвардейской армии стояла задача проводить дальнейшее наступление на Земландском полуострове с целью уничтожения группировки, которая находилась на тот момент там. 13 апреля начинается Земландская наступательная операция, в результате которой немецкие войска в результате ожесточенных боев вытесняются в сторону города порта Пиллау. 24 апреля бои за город-порт Пиллау вступили в свою завершающую фазу. Также в некоторых печатных источниках приходилось встречать эту дату как время окончательного овладения городом Пиллау частями 11-й гвардейской армии. Это не так. Бои, то есть организованное сопротивление немецкого гарнизона было подавлено лишь 25 числа на следующий день вечером. Значит, части 11-й гвардейской армии и 48-й армии получают задачу на проведение десантной операции на косу Фришенерунг. Планировалось провести два десанта. Восточный десант со стороны Циммербуды-Пайзе и другой со стороны моря из района Пальмникин. То есть это нынешнее название поселка Янтарный, а выше сказано было, это ныне город Светлый. Одновременно также планировалось проведение частями 11-й гвардейской армии десантной операции через пролив Заятив, то есть пролив, который отделяет Пиллау от Балтийской косы, непосредственно поселка Нойтив, который находится на северо-восточной оконечности косы. Задача обоим десантам ставилась следующая: провести организованную высадку на косе в районе населенного пункта Вальдхалле, который ныне не существует. Это примерно где-то километров 5-7 от поселка Нойтив, то есть северо-восточная
конечности косы, и сходящимися ударами перерезать косу, учитывая ее узость, и оттянув на себя, значит, части немцев, которые будут находиться со стороны Нойтифа, и воспрепятствовать отступлению их в сторону юго-запада косы, и также воспрепятствовать подходу подкреплений от основных сил противника. Чем же располагал на тот момент противник на косе? Коса имеет общую протяженность около 70 километров. Это мы берем именно от северо-восточной части до основания косы, которая ныне входит в состав Польши. У противника на тот момент там находилось суммарно, под данным разведки 3-го Белорусского фронта, около 13 пехотных дивизий различного состава, то есть от 2500 до 6500. То есть полный, неполный состав. Были старые кадровые части, были вновь сформированные из разбитых частей и пополнение, которое было практически на тот момент не обучено. Также на косе находились части сильно потрепанной 5-й танковой дивизии Великая Германия, в состав которой входило 30 единиц бронетехники различного рода, то есть Т-4, Т-3, такие, кто знает, тот понимает, о чем я говорю. И также 10 штурмовых орудий, штурмгешут различных модификаций. Помимо этого еще находились 26 штурмовых орудий, которые в составе артиллерийских частей прикрытия, тем более, как вы знаете, что самоходная артиллерия у немцев относилась не к танковым частям, а именно к артиллерии поддержки пехотных частей. Так вот, эти 26 штурмовых орудий имели в своем составе такие как дивизии, как 14-я, 129-я и 7-я пехотные дивизии, которые находились на тот момент также на территории косы. Дополняла вышеперечисленную группировку так называемая боевая группа «Рапорт», в состав которой входили 3 полка морской пехоты, полк «Юнек», а также 315-й батальон морской пехоты, 2-й и 3-й батальоны СС, саперные батальоны, различные части тылового обеспечения. Артиллерия на косе в составе немецкой группировки насчитывала 191 единицу орудий различного калибра, 75 противотанковых орудий, и, значит, дивизионная артиллерия находилась крупного калибра в составе 41 единицы. Также на косе оказался и известный 502-й тяжелый танковый батальон, вернее его остатки. То есть на тот момент в его составе находился один королевский «Тигр». Даже известен его бортовой номер 217. По немецким документам этот «Тигр» за период с 26 по 27 апреля в боях, значит, он приводятся данные, что он подбил порядка 9 танков Т-34 из 213-й отдельной бригады. Также немцы приписывают ему еще победы над танками КВ, но это не соответствует действительности, поскольку танки КВ участие в боях на косе не принимали. В общей сложности немецкая группировка на косе насчитывала свыше 30 тысяч человек личного состава. Значит, даже если быть более точным, 33 тысячи. То есть, учитывая узость косы, в некоторых местах ширина ее составляет всего 300 метров, а в самом широком 2 километра, то можно сказать, что
плотность фронта на косе была очень высока. Руководил этой всей группировкой командир 4-го пехотного корпуса генерал пехоты Гроссман. Ставка у него была сначала в поселке Фёглерс, а потом в поселке Штутхоф. Это территория нынешней Польши, я имею в виду Косы уже, то есть фактически основание Косы. Немцы в плане оборонительных сооружений подготовились к встрече наших войск достаточно хорошо. Они учли все особенности ландшафта Косы, то есть обилие дюн, низин, зачастую заболоченных, лес, который рос там. И, соответственно, все это было принято во внимание при строительстве оборонительных сооружений. По всей протяженности всей Косы шла всего лишь одна дорога, которая называлась Нерунгштрассе. Это грунтовая дорога, которую помнят и видели многие из наших слушателей, кто бывал на Косе. Но в то время она была выстелена бревнами. И также параллельно вот этой грунтовой дороге Нерунгштрассе проходила узкоколейная железная дорога, которую немцы успели построить с января 1945 по апрель. И шла она по всей протяженности Косы, которую немцы во время боев на косе Фрише-Нерунг активно использовали для подброса подкреплений и боеприпасов. Оборона немецкая на Косе состояла из основных 6 рубежей, 4 из которых располагались на территории нынешней России. То есть от поселка Нойтив, северо-восточная оконечность Косы, до поселка Нармель, где сейчас находится примерно погранзастава наша. Остальные 2 уже были на территории Польши. Первый рубеж состоял из одной сплошной траншеи и проходил между мысом Данциг-Хакен и заливом Дер-Хольм. То есть примерно где-то в 5 километрах от пролива Зейтив. Второй состоял из 2 линий траншей в районе лесничества Гроссбрух. Третий находился в районе урочища Русский лагерь, где был оборудован противотанковый ров с одной траншеей. Четвертый рубеж северо-восточнее Нармельна и состоял из одной траншеи. 5-й рубеж проходил в районе Шлоенбухт из 2 линий траншей между 4-й и 5-й линиями по северным склонам высоты с отметками 31,8 проходил еще противотанковый ров. 6-й рубеж завершающий находился в районе поселка Фёглерс и состоял из 2 траншей. Значит, следует учитывать, что между основными рубежами было еще значительное количество промежуточных рубежей. То есть немцы использовали в ходе боев тактику следующую. Когда они были вынуждены под напором наших частей отступить, то они не отступали, что называется, в чистое поле, буквально от оставленного ими рубежа в километре, в 1,5 находился очередной рубеж, то есть, как я говорю, промежуточный, где были оборонительные сооружения и сплошная траншея. То есть противник фактически не давал наступающим нашим частям врываться на, так скажем, в результате преследования в очередную траншею. То есть сразу занималась подготовленная оборона, прорыв которой стоил нашим частям значительных потерь. Все траншеи имели полный профиль.
были укреплены жердями от осыпания в результате артобстрелов. Дно траншей было выложено деревянными решетками. Перед траншеями шли линии сплошных проволочных заграждений с применением спирали Бруно. Были установлены минные поля. Берега со стороны залива и со стороны моря, там, где по теории можно было без проблем высадить десант, то есть подходил рельеф берега и позволяли глубины, немецкое командование также выставило опорные пункты с артиллерией для отражения возможного десанта, поскольку немцы понимали, что советское командование будет десант этот применять. В дальнейшем мы поговорим об этом. И сейчас, в данный момент, значит, мы продолжаем разговор о оборонительных сооружениях. Авиабаза Нойтьев, которая была построена в 1939 году, остатки которой мы видим со стороны Балтийска, или же, когда переправляемся через залив на пароме, любители, туристы могут видеть все это, была превращена в мощный узел обороны. Вплоть до того, что на крышах ангаров высоких стояли зенитные батареи 20-миллиметровые, которые могли простреливать весь залив на всю его длину. Также вдоль аэродрома, взлетно-посадочной полосы, значит, шли траншеи, и также были установлены огневые точки и небольшие опорные пункты, которые позволяли сдерживать продвижение наших частей. Рядом с Нойтьевом находится так называемый Западный форт, который был построен еще в 1869 году. Он также был значительно укреплен артиллерией, и были реставрированы и модернизированы его фортификационные сооружения. Немецкое командование вдоль побережья моря на косе располагало 3 артиллерийскими батареями: Нойтьев, Лемберг и Каддик, которые по своей сути являлись автономными опорными пунктами с системами жизнеобеспечения. То есть системами вентиляции, бункерами для личного состава, арсеналами, продовольственными складами. То есть все это было оборудовано по последнему слову тогдашней военной инженерной мысли. Значит, что из себя представляли вот эти батареи более подробно? Батарея Нойтьев имела 4 150-миллиметровых орудия образца 1906 года, установленные в открытых двориках с возможностью кругового обстрела. Орудия были закрыты противоосколочными щитами, то есть все эти батареи, как и Нойтьев и другие, они все были открытого типа. С воздуха батарею прикрывала зенитная артиллерия калибра 88 мм, которая находилась на удалении 200 метров от этой батареи. Дополнительно были установлены и зенитные орудия 20 мм, которые также прикрывали эту батарею со стороны залива. Гарнизон батареи составлял 124 человека. На юго-западе от батареи Нойтьев, примерно в 2 километрах, располагалась батарея Лемберг, состоящая из 4 орудий калибра 105 мм, которые защищались бронекуполами. Противовоздушную оборону батареи осуществляли 20-миллиметровые зенитные орудия. Личный состав батареи насчитывал 92 человека. Третья батарея «Каддик» располагалась на расстоянии 2 километров на юго-запад от батареи «Лемберг». Вооружение батареи состояло из 4 зенитных
128-миллиметровых орудий типа Флак-40М, которые применяли для стрельбы осколочно-фугасные снаряды, применявшиеся для поражения воздушных целей на высоте до 13 тысяч метров, и бронебойные снаряды, которые могли быть использованы для поражения бронированных целей и на расстоянии 1500 метров мог пробиваться порядка 150-миллиметровый броневой Тем временем щит. в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Сейчас мы с вами поговорим о подготовке десантной операции. К вечеру 25 апреля 1945 года в Пилау было подавлено последнее организованное сопротивление противника. И командование 11-й гвардейской армии принимает решение начать подготовку десантной операции на косу Фришенерунг. План десантной операции был следующим. В ночь на 26 апреля 1945 года в населенном пункте Пайза произвести на бронекатера и другие плавсредства посадку сил так называемого восточного десанта. Пройти по заливу в ночное время и высадиться на косу в районе мысов Лемберхакен и Кадикхакен. То есть примерно где-то в километрах 5 от населенного пункта Нойтив. Занять плацдарм, затем, расширив его, перерезать косу, соединившись силами западного десанта, который будет высажен со стороны моря в районе населенного пункта Вальдхаллен, который ныне, как я и говорил, не существует. После этого соединенные силы десанта должны были организовать оборону в южном направлении, то есть чтобы не дать противнику перебрасывать подкрепление с основной части косы на северо-восток. И соединиться также с частями 11-й гвардейской армии должны были силы десанта, которые должны были также в это же время начать организованную переправу через пролив Зейтив. Значит, таким образом, главной задачей десанта было отрезать пути отхода немецким частям по косе Фришенерунг и отвлечь на себя значительную часть сил противника от переправы на косу частей 11-й гвардейской армии. В состав десантных сил и сил прикрытия входили порядка 18 торпедных катеров, 12 катеров-тральщиков, 13 бронекатеров и 14 буксиров. Также, естественно, входило большое количество различных плавсредств, которые были собраны в местах посадки десантов на корабли. То есть имеется в виду трофейные различные суда, катера, применялись даже в определенных случаях и яхты. Поддержку с воздуха десантом осуществляли 300 самолетов. Поддержку артиллерии 2 бригады частей 43-й армии. Значит, напоминаю, что 43-я армия на тот момент дислоцировалась с другой стороны залива, то есть материковая часть. Иначе говоря, артиллерия должна была стрелять в поддержку восточного десанта и западного также через пролив по косе, позициям немцев. Общая численность десантов составляла порядка
1900 человек, 2 орудия, 36 минометов и 34 пулемета. На стадии подготовки к операции с десантом проводились учения к посадке на катера и другие плавсредства, высадке с них в ночное время, ведению боя в ночное время, окапыванию, ориентированию. Потому что, как мы понимаем, на плавсредства сажались простые пехотинцы, а не какие-то обученные там морские десантники. Так что это было необходимо. В течение 24-25 апреля штурмовая авиация из Ил-2 нанесла по району, намеченному для высадки, бомбо-штурмовые удары. Общим числом порядка 20 вылетов, а также истребители Як-9 вылетали в поддержку штурмовиков Ил-2. Одновременно с приказом о начале десантной операции по частям 11-й гвардейской армии, значит, такую же задачу на проведение десанта получает и командир 194-й стрелковой дивизии 48-й армии, который должен был одновременно с восточным и западным десантом произвести высадку частей своей дивизии в районе мыса Кайзерхакен, то есть примерно в 10 километрах на юго-запад сил восточно-западного десанта гвардейской армии. Целью этого третьего десанта было захватить рубеж Блоксберг-Ланхакен с выходом к концу дня на рубеж Преббенау, поселок на территории нынешней Польши. Вслед за этим стрелковым полком высаживались еще 2 полка этой дивизии, таким образом развивая успех передового отряда. Сейчас мы рассмотрим действия десантов по отдельности, каждый. Что касается действий западного десанта. Значит, 25 апреля 1945 года катера в количестве 38 единиц сосредоточились в гавани Пальмникена, то есть ныне поселок Янтарный. Катера перебазировались в Пальмникен из портов Кранца и Нойкурина, то есть Зеленоградск и Пионерск ныне. Силы десанта были разделены на 3 группы. Мы говорим в первую очередь о западном десанте. То есть первый отряд 7 торпедных катеров типа Г-5 под командованием Героя Советского Союза капитана 2-го ранга Осипова. Второй отряд 7 катеров-тральщиков. И третий отряд 6 катеров-тральщиков. На случай противодействия сил Кригсмарины силы десанта располагали так называемыми силами прикрытия. Иначе говоря, бронекатера отдельной группы выставлялись в завесу. То есть они состояли из 5 отрядов, которые прикрывали десант со стороны моря вплоть до его момента высадки со стороны косы Хель, где активно действовали корабли Кригсмарины на тот момент. Отряды прикрытия возглавлял капитан 1-го ранга Кузьмин. Значит, завеса, как я и говорил выше, организована была от Пилау до полуострова Хела. 2 из этих отрядов прикрывали десант во время его движения к осе и оказывали огневую поддержку десанту в момент его высадки и захвата плацдарма на берегу. Сам же западный десант состоял из сводного полка 83-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии под командованием гвардии полковника Белого. Вооружение состояло из стрелкового оружия, пулеметов и 82-мм минометов. Общее число личного состава составляло 597 человек, то есть практически это был усиленный батальон по штатам того времени. В состав десанта также входила и рота саперов и
подразделения инженерно-саперного батальона, в обязанности которых входило подрывать опорные пункты, уничтожать завалы, которые противник организовывал на тропах и на дороге, Нирнгштрассе, извиняюсь, и, соответственно, противодействие продвижению бронетехники противника, о которой я говорил выше. Инженерно-саперные подразделения для осуществления этой деятельности имели при себе 200 противотанковых мин и порядка 200 килограмм взрывчатки и прочий саперный инструмент. Высадка десанта намечалась на 25 апреля. К этому времени наши войска еще только-только добивали окруженную группировку в Пиллау, и поэтому высадка была задержана. Вплоть до того, что десант западный был уже вечером 25 апреля погружен на плавсредства и катера, но его пришлось опять высадить на берег и отвезти на расстояние нескольких километров для отдыха, чтобы сбить разведку противника с толку, которая на тот момент все еще продолжала эффективно действовать, о чем мы будем говорить выше. Значит, вследствие того, что бои за Пиллау затянулись, высадка была перенесена на несколько часов, то есть должна была осуществляться уже в ночь на 26 апреля. После того, как из Пиллау было передано сообщение, что организованное сопротивление противника подавлено, в 22 часа 15 минут 25 апреля десант начал организованную погрузку на плавсредства. К 23 часам десант был полностью погружен, было погружено вооружение, боеприпасы, и десант вышел из Пальмикина до косы Фриши-Нерунг. Расстояние по воде составляло около 30 километров. Погода была тихая, ночь была лунная. Скорость хода примерно составляла 7-8 узлов, то есть в переводе на сухопутный километраж около 15 километров. В половине второго ночи 26 апреля катера, участвующие в высадке десанта, достигли точки развертывания. В этот момент со стороны косы Хель появились 3 немецких быстроходных баржи водоизмещением до 60 тонн, с которых по десанту был открыт заградительный огонь. В результате чего один из катеров был подожжен, и его команда и группа десантников общим количеством 27 человек погибли. Бронекатера десанта вступили в бой с подошедшими немецкими баржами, и в результате чего через полчаса огневого контакта одна из барж была потоплена, вторая была подожжена, третья ушла в сторону косы Хель. Часть немецких моряков с подожженной баржи и потопленной баржи была подобрана нашими катерами, другие были расстреляны на воде. В час 45 батарея, артиллерия 11-й гвардейской армии открыла по району высадки огонь. И, значит, в час 50 после огневого налета, пользуясь замешательством на берегу противника, наши части стали производить высадку. И дали радиосигнал «Иду на высадку». При подходе к берегу не были учтены глубины, и 3 катеров село на мель при подходе к берегу, и пришлось десант высаживать в воду с оружием, боеприпасами. Ну, как мы понимаем, в то время, в апреле, вода еще была далеко не теплая, то есть возникли уже тогда первые сложности при высадке. То есть фактически в бой вступали, что называется, с воды. Огнем с бронекатеров, которые поддерживали
высадку, сразу были подавлены несколько огневых точек противника на берегу. Но катера, которые сели на мель, также получили несколько прямых попаданий и были подожжены. То есть уже фактически перед началом высадки десант понес первые потери. То есть десант уже к этому времени потерял 52 человека и 4 радиостанции, одна из которых была специально предназначена для того, чтобы держать связь со штабом 11-й гвардейской армии. То есть на первых порах десант оказался без связи, потому что требовалось постоянно корректировать огонь наших батарей, которые вели огонь со стороны Пилау. Но это вследствие потери рации оказалось на первых порах невозможно. В 2 часа ночи началась наконец-то организованная высадка в районе поселка Вальхали на берег, на ширине примерно 1 километра береговой полосы. И, значит, 2 часа 56 минут командир десанта, капитан 2-го ранга Осипов, доложил по радио, что первая, значит, волна десанта высажена. Катера получили приказ возвращаться на базу. При отходе от берега, значит, катера за номером 802 и КМ-4 сели на мель, и снять их не удалось. Вследствие чего члены экипажей этих катеров оставили катера и присоединились к силам десанта на берегу. Что любопытно, катер за номером 802, когда пытались его снять с мели, то к этому делу привлекали даже пленных немцев, большое количество которых в первый же час боя было взято силами нашего западного десанта. То есть имеется в виду, естественно, те военнослужащие вермахта, которые не желали погибать в самом конце войны. Но, как я и говорил выше, катера снять не удалось, и они были взорваны нашими экипажами и оставлены. В районе 4 часов утра к месту высадки западного десанта вновь пытались подойти катера противника для того, чтобы артиллерийским огнем поддержать свои войска на берегу и ударить десанту в спину. Но катерами так называемой завесы они были отогнаны. Теперь у нас речь пойдет о действиях восточного десанта. Восточный десант, который должен был формироваться и грузиться на катера в населенном пункте Пайза, то есть город Светлый, нынешнее название, состоял из 1-го полка морской пехоты, насчитывающим 676 человек, 2-го сводного стрелкового полка 588 человек, приданных десанту из 43-й армии инженерно-саперных подразделений. Всего десант насчитывал 1311 человек, 22 станковых и 53 ручных пулемета. Командовал десантом генерал-майор Кузьмичев. В состав десанта был включен и 487-й отдельный дисциплинарный батальон. То есть, как мы понимаем, речь идет именно о штрафниках. Этот батальон был сформирован в марте 1945 года из 487-го отдельного штрафного батальона и 587-го отдельно штрафного взвода. То есть в состав батальона входили военнослужащие Балтфлота, попавшие туда за различные дисциплинарные провинности, то есть рядовой и младший командирский состав. Для высадки десанта, значит, выделялось 11 бронекатеров, 2 буксира, 2 баркаса и 4 катера-тральщика. Один из катеров при следовании вдоль берега залива в сторону зоны высадки подорвался на немецкой донной мине и затонул.
Для артиллерийской поддержки десанта планировалось взять с собой на борт и артиллерийское вооружение, а именно 4 45-миллиметровых пушки и 4 76-миллиметровых пушки, 26 минометов 82 и 50 калибров. Но из-за недостаточного количества плавсредств удалось взять с собой лишь только одну 76-миллиметровую пушку и 18 минометов. Для уничтожения инженерных сооружений и опорных пунктов противника инженерно-саперные подразделения, приданные Восточному десанту, имели при себе 300 противотанковых мин и около 200 килограмм взрывчатки. Вечером 25 апреля, уже ближе к ночи, Восточный десант начал погрузку на плавсредства в гавани Пайзы. И в половине 12 ночи высадка была закончена, и силы десанта взяли курс к косе Фришенерунг. В процессе перехода не обошлось без накладок. Головная часть десанта, попав в туман, заблудилась и вышла к берегу, только уже не косы, а берегу, значит, в районе Пилау, это поселок Камстигал, и начала высадку на берег, приняв в темноте, значит, местность за местность косы. Почему это произошло? Как выяснилось позже, вся высадка со стороны залива производилась на речных катерах, которые были, значит, доставлены на территорию Восточной Пруссии по железной дороге, спущены на воды в озеро под Кёнигсбергом, и потом по реке Прегель прошли до Пайзы, принимали участие в боях за Кёнигсберг. Речь о том, что речные катера не имели элементарного навигационного оборудования. То есть фактически они должны были осуществлять движение по рекам, ориентируясь по ориентирам на берегу. И попав в туман, оказалось, что экипажи катеров просто потеряли ориентировку, что стоило потери времени Восточному десанту порядка 3 часов. После того, как была обнаружена ошибка по месту высадки головной частью десанта, то есть была отдана команда грузиться назад. В это время основные силы десанта находились в дрейфе и ожидали, когда головная часть опять погрузится и присоединится к основным силам. Как я и говорил, задержка вылилась в 3 часа опоздания. То есть, когда десант подошел к месту высадки в районе мыса Кадик-Хакен, то артиллерия, прикрытие 11-й армии, не предупрежденная и не знавшая, что десант оказался, скажем так, отставшим от времени, произвела, как и было задумано, огневой налет по месту высадки. И лес в этом месте и поселок Кадик-Хакен на косе уже горели, то есть ярко освещали место высадки. И командир десанта, опасаясь, что противник увидит на воде ярко освещенный огнем пожаров десант и примет все меры для его уничтожения на воде, принял решение произвести высадку южнее места первоначальной высадки. Все это время уже 3 часа западный десант вел бои на косе фактически в полном одиночестве, без поддержки восточного десанта. То есть и это привело, соответственно, к большим потерям, поскольку часть 11-й гвардейской армии в это время также вели бои за населенный пункт Нойтив, когда переправили через пролив Заитив.
и чем-либо помочь силам западного десанта, ведущего тяжелые бои с превосходящими силами противника, не мог. После того, как восточный десант высадился южнее от мыса Кадихафен в районе мыса Мёвенхакен, это произошло в 4 часа 15 минут. И выяснилось, что атака и высадка восточного десанта оказалась внезапной для противника. И в первые же минуты боя противник оказался застигнутым врасплох. То есть фактически немцев брали в одном нижнем белье в бункерах, которые были совершенно не готовы к отражению. И из допроса первых пленных следовало, что немецкая разведка своевременно доложила о том, что готовится высадка десанта восточного, и даже указывала время, когда он будет высажен. Но вследствие задержки десанта по известной причине немецкое командование решило, что десант нашими частями отложен, и дало команду отбой тревоги и разрешило своим войскам отдыхать. В частности, подразделения штрафников, которые продвигались впереди сил восточного десанта, отмечали такой факт, что в немецких бункерах при захвате пленных находилось немалое количество женщин в неглиже. И это были наши бывшие соотечественницы, как выяснялось. И даже приводится такой факт, что командир штрафного батальона полковник Лейбович в одном из таких бункеров встретил свою знакомую. И, как говорили очевидцы, он поступил с ней по закону военного времени. Под прикрытием дымовой завесы и артиллерийского огня с бронекатеров прикрытия, первыми высадились саперы, которые стали производить подрывы укрепленных точек противника, ликвидировать завалы, которые противник организовал на местах возможного продвижения сил десанта. И высадка первого эшелона десанта, потому что по воде пришел именно первый эшелон, а не весь десант сразу, заняла около 20 минут. При высадке один из бронекатеров сел на мель и был уничтожен артиллерийским огнем противника. Из членов экипажа этого бронекатера погибло при высадке 3 человека. Теперь мы рассмотрим действия десантов на берегу, конкретно каждого в отдельности. Западный десант, который высажен был на 3 часа в силу известных причин раньше восточного, используя фактор внезапности, сходу сумел взять первую линию укреплений на берегу, в районе поселка Вальдхалле. По плану операции первый батальон западного десанта должен был перерезать дорогу Нерунгштрассе, а второй батальон наступать вдоль моря в направлении населенного пункта Нойтив. В лесу во время продвижения наших батальонов был обнаружен значительный отряд немцев, который двигался по дороге на Рунгштрассе, который сразу же развернул свои порядки против первого батальона и превосходящими силами ударил по нему. Но были у нас и первые успехи. Также в лесу, буквально в первые часы боя, был взят штаб пехотной дивизии и порядка 600 пленных, которых, естественно, мы будем говорить о том, что сдавались в первую очередь те, кто не хотел воевать в конце войны. И также в плен попали 2 генерала, причем которые были одеты в солдатскую форму. И о том, что они генералы, стало известно лишь из опросов пленных. Первый батальон, который обнаружил по дороге
Нернгштрассе большую группу немцев, был атакован ими, и его стали теснить назад к морю. Второй батальон, который должен был наступать в сторону Нойтифа, был вынужден развернуться и идти на помощь первому батальону. То есть, иначе говоря, с первых часов высадки операция уже пошла не по плану. Найдя слабые места в обороне наших батальонов, противник атаковал и буквально в скором времени рассек боевые порядки батальонов, и многие подразделения из которых оказались в полном окружении. Значит, пленных, которые взяли в первые часы боя, их оказалось порядка 600 человек, были отведены под охраной наших солдат на берег моря в ожидании эвакуации. Но в результате контратакующих действий противника, значит, немцы вышли к берегу моря и обнаружили эту группу из 600 своих пленных. Полковник немецкий, который командовал группой, прорвавшейся к морю, в целях устрашения и назидания приказал из числа своих же пленных расстрелять 10 человек. Остальным было приказано подобрать оружие, которое лежало во множестве на берегу, и вступить в бой, искупить вину, так сказать, перед Германским рейхом. К 6 утра по всей протяженности зоны высадки противник непрерывно контратаковал силы десанта из севера и с юга. Западный десант был уже окончательно разрезан на несколько частей и вел оборонительные бои в полном окружении. Запросить артиллерийскую и воздушную разведку не представлялось возможным, поэтому, как я говорил выше, рация, предназначенная непосредственно для связи со штабом 11-й гвардейской армии, в момент высадки была утрачена. А связисты, которые были при ней, погибли при высадке. Лишь только к 10 утра удалось по одной из раций, выйдя в эфир, открытым текстом запросить у 11-й армии огневую поддержку. За несколько часов боя с момента высадки западный десант, точнее его группы, отбили порядка 10-15 атак противника. Лишь благодаря тому, что действия немцев не были скоординированы, десанту удалось выстоять вот эти вот первые часы. По итогам первого дня боев к 15 часам 26 апреля из 600 десантников уцелело лишь 112 человек. Остальные были убиты, ранены, кто-то утонул в момент высадки, и были также попавшие в плен к немцам. Если говорить о попавших в плен, то по воспоминаниям участников боя, где располагалось командование западного десанта, которое держало оборону в одном из немецких опорных пунктов, который был захвачен ими ранее, то где находился командир десанта полковник Белый с офицерами штаба, то немцы, окружив этот опорный пункт, предложили Белому и его офицерам сдаться. Тут воспоминания участников тех событий разнятся. Одни говорят, что Белый вышел с поднятыми руками с офицерами штаба и добровольно сдался. Другие говорят, что воспользовались суматохой боя и удалось им прорваться, забросав противника гранатами. Но вместе с тем следует отметить, что по итогам западного десанта, когда производились награждения, тем не менее, значит, потом полковник Белый, который со своими офицерами, как указывается, смог сбежать от немцев через буквально день или 2 дня, был представлен в звании Героя Советского Союза, но
Очевидно, факт его нахождения в плену повлиял на награждение, и он получил лишь орден Красного Знамени. По итогам боев участники западного десанта были потом практически все награждены. И что удивительно, для Красной Армии того периода были награждены и те из десантников, кто был в плену. В это время восточный десант, захвативший в районе высадки у мыса Мевенхакен плацдарм, начал продвигаться вперед. Значит, сначала шли штрафники 487-го отдельного батальона в сторону Вальдхалли, туда, где в окружении вел бои западный десант. Первый стрелковый батальон в сторону Кобельбуды, то есть на юго-запад, чтобы расширить плацдарм. Бронекатера прикрывали огнем действия десанта на берегу. В результате быстрого продвижения 487-го отдельного штрафного батальона диспозиция их постоянно менялась, и бронекатера наши, не зная реального положения дел на суше, неоднократно накрывали своих же штрафников огнем, то есть так называемый дружественный огонь. И лишь после некоторых обращений по рации командованием штрафного батальона к бронекатерам прикрытия огонь был прекращен. Штрафники выполнили свою основную поставленную задачу. Они перерезали дорогу Нернгштрассе, а также взяли в плен порядка 200 пленных, включая одного генерала. После первого замешательства противник организовал активное противодействие силам десанта, начал контратаковать при поддержке танков и бронетранспортеров на участке, занявшего оборону Штрафбата. Под ударами превосходящих сил противника Штрафбат начал отступать к берегу залива. В 8:30 утра противник окружил и атаковал командный пункт восточного десанта. Все, кто мог держать оружие, включая командира и офицеров штаба, заняли круговую оборону. Это все, напоминаю, происходило с первым эшелоном десанта, поскольку катера после выгрузки первого эшелона ушли назад в Пайза за вторым эшелоном. Вернувшись со вторым эшелоном десанта, бронекатера начали высадку в районе 7:30 утра, и к 9 часам утра второй эшелон десанта был высажен на берег. При этом сказалась, вернее, неразбериха и спешка в высадке десанта. Это привело к тому, что боезапас, который следовал отдельно от второго эшелона десанта на катерах, был высажен севернее точки высадки десанта. Об этом экипажи катеров, которые выгружали боезапас, ничего не сообщили основным силам десанта. То есть и фактически первые два эшелона оказались без боеприпасов в нужном количестве. И вспоминая 76-миллиметровое орудие, которое прибыло на косу с первым эшелоном, тоже оказалось фактически без снарядов. То есть и этот боезапас уже был потом обнаружен нашими наступающими войсками уже после завершения операции обеими силами, то есть западного и восточного десанта. Со вторым эшелоном десанта прибыл и сам командующий основными силами генерал-майор Кузьмичев. После высадки второго эшелона бронекатера ушли назад в Пайзе за третьим эшелоном, а также за боезапасом. То есть повторно пришлось вести боезапас взамен того, который был оставлен на берегу и, соответственно, который так и пролежал во время всей операции без дела. Вот. Около полудня, значит, восточный десант смог пробиться на север и соединиться с силами западного десанта. То есть это где-то уже после обеда, 26 числа.
То есть соединился он с 4-й стрелковой ротой западного десанта, который на тот момент был уже фактически обескровлен. И если бы не произошло это соединение, то к вечеру десант был бы полностью уничтожен или рассеян по косе. Значит, за это время в результате переправы частей 11-й гвардейской армии через пролив Зейтив, 5-й и 31-й гвардейские стрелковыми дивизиями был взят непосредственно сам поселок Нойтив. То есть сейчас он называется поселок Коса. Значит, подразделения этих дивизий соединились к югу от Нойтифа с обеими группами десанта. Значит, в этот же день, 26 числа, в 15 часов 10 бронекатеров и с 3-м эшелоном восточного десанта из-за ошибки, опять-таки, в плане навигации, повторяю, значит, высадку производили речные катера, высадили большую часть десанта 3-го эшелона, около 120 человек, не в месте высадки 1-го и 2-го эшелонов, а в месте, который был занят войсками противника. То есть и берег был подготовлен для обороны на случай высадки. В результате чего, значит, 3-й эшелон десанта попал под губительный огонь, будучи на воде. И оказалось, что, значит, это был район мыса Эспенхакен. То есть и 1-й десант отклонился значительно от намеченной точки на несколько километров. Катера, поняв свою ошибку, пытались забрать десантников с берега, но сделать это не успели, и в результате, значит, смогли вывести только назад 20 человек. Остальные были десантники расстреляны на воде и на берегу. То есть в общей сложностью где-то порядка больше 100 человек погибли во время высадки. Действия восточного десанта в течение всего дня 26 апреля поддерживала штурмовая авиация Балфлота, которой было осуществлено порядка 167 вылетов. Их действия прикрывали 22 истребителя Ла-5 и Ла-7. Зенитным огнем противника один истребитель был сбит. К 18 часам 26 апреля, то есть к вечеру, части восточно-западного десанта передали позиции частям 11-й гвардейской армии и были на катерах переправлены в Пилау, где готовилась очередная десантная операция. В результате боя восточный десант уничтожил около 2000 солдат и офицеров противника, взял около 6000 пленных и большие трофеи. Ну, здесь, естественно, еще можно говорить о том, что было взято в советский плен большое количество гражданских лиц, то есть беженцев, которые находились на косе и в свое время их не успели переправить в Германию или в Данию, как тогда планировалось немецкими силами Кригсмарины, вывозились боеспособные части, раненые, гражданское население, стратегические ценные грузы на территорию Северной Германии, Дании и на шведский остров Борнхольм. Что касается потерь восточного десанта, то он потерял 64 человека убитых, раненых, и также речь идет и об утонувших, кто не умел плавать и утонул в процессе высадки. Значит, 40 человек пропали без вести. Итого общие потери вместе со всеми взятыми составили 245 человек. Потери 487-го штрафного батальона за время операции: 41 человек убитыми и 36 раненых. То есть много это или мало, конечно, ну, за сутки, ну, наверное, это все-таки мне полагается, что это достаточно приличное количество. Значит, западный десант за день боев потерял
174 человека убитыми, 171 человек ранены, 14 утонули. И 11 пропали без вести. Всего 370 человек. Потери команд катеров, которые прикрывали и осуществляли высадку, составили 15 человек убитыми и 7 ранеными. Итак, общие потери десантов, если говорить суммарно, составили 619 человек, то есть примерно половина личного состава всего десанта. Как мы видим выше, основные потери понес западный десант. Это произошло вследствие неразберихи командования обеими десантами, потому что западный десант подчинялся командованию 11-й гвардейской армии, а восточный десант командиру 260-й бригады морской пехоты, что, безусловно, сыграло свою негативную роль в координировании действий. Ну и плюс тому, что восточный десант опоздал к зоне высадки на 3 часа. По итогам десантной операции, из состава западного десанта 9 человек были представлены к званию Героя Советского Союза и получили его. Из сил восточного десанта звание Героя не получил ни один человек. Итак, мы рассмотрели действия восточного и западного десантов. Теперь можно будет и поговорить о действиях десанта 11-й гвардейской армии, который переправлялся с 25 по 26 число через пролив Зейтив, то есть с целью помочь силам обеих десантов, которые вели на тот момент бои. Итак, в соответствии с приказом командующего 11-й гвардейской армии генерал-полковника Галицкого, в процессе штурма Пилау части 16-й гвардейской частям гвардейского стрелкового корпуса надлежало приступить к форсированию пролива и захватить западный форт. 36-му гвардейскому стрелковому корпусу форсировать пролив, занять форт в районе дома отдыха и морскую гавань. 8-й гвардейскому стрелковому корпусу занять восточную гавань Пилау, форсировать пролив, захватив опорный пункт Нойтив. То есть, иначе говоря, вот эти стрелковые корпуса силами своих подразделений должны осуществить вот эту вот десантную операцию. Для обеспечения переправы корпусам придавались следующие средства. 9-я понтонно-мостовая бригада, 2 моторизованные инженерно-саперные бригады с парком понтонов, это все имеется в виду отечественного производства, взвод амфибий американских GMC, то есть уже здесь упоминание идет не о амфибиях марки Ford, которые попали в качестве трофеев немцев в феврале в Теренбергском котле, включая мотоцикл Harley Davidson. А здесь уже идут амфибии марки GMC, то есть известная марка, существующая поныне, в количестве 10 машин. Также другие переправочные средства, то есть 72 лодки весельные, 18 лодок надувных и прочие, баржи, катера и, как я говорил выше, яхты. Все, что удалось найти и собрать по берегам со стороны Пилау. После захвата плацдармов предполагалось приступить к организации паромной переправы через пролив Зейтив. То есть требовалось навести 500-метровый понтонный мост из паромов грузоподъемностью до 16 тонн для переправки самоходных орудий, танков, тягачей и грузовиков и прочей техники. Форсирование пролива началось в 16:30 25 апреля, когда основная часть Пилау уже была очищена от противника, за исключением его северной части и железнодорожного вокзала.
Значит, после успешного форсирования и развертывания частей руководство боевыми действиями возлагалось на командира 16-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Семенова. Во второй половине 25 апреля город и гавань Пилау значит, были, как я и говорил выше, очищены в основном, кроме северной части, то есть шведской крепости. И 17-й гвардейский стрелковый полк, выйдя к гавани, начал подготовку к форсированию гавани через канал Заитив. Для этой цели полк имел в своем составе 5 амфибий, General Motors, вот этих вот, 4 парома грузоподъемностью до 6 тонн, 16 надувных лодок, 14 рыболовных лодок, то есть все, что смогли найти в порту. Перед началом форсирования на дамбу Кёнигсбергского канала высадили разведку, которая обнаружила там и разгромила гарнизон дамбы. Добровольцы из 6 человек на лодке подошли к безымянному острову, которого все местные жители знают, как остров там Насыпной или еще под другими названиями, который виден в заливе в ясную погоду. Значит, и пленило там около 400 солдат противника, которые добровольно сдались в плен и были на лодках переправлены на берег Пилау для последующей передачи другим, значит, частям. Около 19 часов вечера батальон 5-й гвардейской стрелковой дивизии на 5 амфибиях подошел к осе у Нойтифа, где был встречен артиллерийским огнем прикрытие аэродрома Нойтиф. И также по нему был открыт ружейно-пулеметный огонь со стороны западного форта. Значит, и также со стороны ангаров авиабазы. Ответным огнем с амфибий часть огневых точек противника была подавлена. И совершив высадку, наши пехотинцы, входящие в состав 5-й гвардейской стрелковой дивизии, сходу заняли передовую траншею у авиабазы. И сходу было взято также большое количество пленных в первые же часы боя. Но опять не обошлось без накладок, отсутствовала связь с командованием в Пилау, поскольку во время переправы в амфибиях обнаружилось, что у батареи, у рации, которая бралась с собой, значит, переправляющимися частями для связи с командованием, сели батареи. То есть и оказалось, что связь осуществить невозможно. То есть и корректировка также была невозможна, чтобы не ударить со стороны Пилау по своим. В результате этого этот десант, который оказался без связи вследствие севших батарей, был вынужден перейти к обороне. И речь о наступательных действиях уже не шла. И солдаты наши, значит, заняли ангары авиабазы Нойтиф и оборудовали в них, значит, узел обороны. Также в подвалах авиабазы Нойтиф были обнаружены склады продовольствия, боеприпасов. И что интересно, были найдено большое количество спаренных зенитных пулеметов и с снарядами к ним, что было использовано нами в качестве, значит, обороны этой авиабазы. Противник опомнился и начал непрерывно контратаковать, значит, эти ангары. В результате одной из атак он штурмом смог подойти к стенам ангаров и, забросав этажи гранатами, возник пожар. То есть немцы даже сумели просочиться в подвал, но в результате организованных действий наших солдат они все были выбиты. Во время высадки часть амфибий пыталась высадить десант и у западного форта. Но
сильным огнем десант был фактически сброшен назад в воду. И его участники, кто уцелел, были вынуждены добираться вплавь вдоль берега до, значит, основных сил десанта, который закрепился на территории авиабазы Нойтив. Во время курсирования туда, значит, туда и назад через канал огнем противника были повреждены две амфибии, одна из которых в результате прямого попадания затонула. Вторым и третьим рейсами на Косу переправочными средствами были доставлены подкрепления. То есть второй стрелковый батальон, а с 4-го рейса пошла и доставка техники. То есть это 76-миллиметровые пушки ЗИС-3, грузовики Студебекер и самоходные артиллерийские орудия САУ-76 мм. Все грузилось на 5 паромов, которые буксировали амфибии. Обратными рейсами с Косы на Пилау вывозили пленных и раненых наших. В течение ночи противник предпринял две сильные контратаки с целью отбить захваченные нами позиции в районе Нойтифа, но атаки были отбиты. В одной из этих атак немцы даже пошли на хитрость. Выйдя в количестве около 150 человек к нашим позициям, они были без оружия, с поднятыми руками, то есть всем своим видом показывая, что они идут сдаваться. Расчет их был простым достаточно, что их пропустят как пленных в свой тыл, где они смогут обезоружить какую-то часть наших пехотинцев и ударить нам в тыл. Но попытка эта провалилась, маневр противника был разгадан, и вся эта группа была уничтожена еще на подходе к нашим позициям. В течение всего дня действия десанта прикрывали авиасоединения 1-й и 3-й воздушных армий Балтийского флота. То есть, соответственно, 182-го и 956-го штурмовых авиаполков. Один из экипажей Ил-2 956-го штурмового авиаполка при выполнении боевого вылета был сбит огнем зенитной артиллерии над Западным фортом. И, понимая невозможность возврата через пролив, машина была тяжело повреждена, летчик принял решение произвести таран и направил свой горящий самолет в Западный форт. То есть произошел сильный взрыв, в результате которого пострадала инфраструктура форта и взлетел на воздух один из складов боеприпасов. На завершающей стадии боев за Пилау разные по численности группы немцев пытались в течение дня и ночи 25-26 апреля переправиться через пролив. Но когда они обнаруживались, их обстреливали, и либо они поворачивали назад к берегу со стороны Пилау, либо они уничтожались на воде. Ночь на 26 апреля на Северном Малу, в районе так называемой Шведской крепости, нашей разведкой была обнаружена большая остаточная группа немцев до 700 человек, которые стояли на пирсе, ожидая подхода немецких катеров, которые бы их эвакуировали. Поскольку эти катера держались на траверзе Пилау и искали любую возможность подойти либо к Косе, либо к Пилау для эвакуации оставшихся немецких военнослужащих. Но эта группа была обнаружена, и в результате короткой перестрелки группа была вынуждена сдаться. В течение всего дня 26 апреля на Косу-Фрише-Нерунг поэшелонно переправляли части 11-й гвардейской армии. В 6 утра из района парка Платанген, то есть это парк, примыкающий к морскому побережью в районе Пилау, началась переправа частей 31-й гвардейской стрелковой дивизии. К 15 часам первый эшелон дивизии был переправлен.
Это 5200 человек, 163 орудия и миномета, 40 автомашин и почти 20 тонн боезапаса. Подводы с лошадьми обратно вывезли порядка 2500 пленных и гражданских лиц, то есть из немцев. 84-й гвардейский стрелковый полк начал переправляться из района железнодорожной станции Пилау, после того, как там было подавлено организованное сопротивление. И к 8 утра 26 числа первый эшелон дивизии был переправлен. Это, значит, около 5000 человек, 170 орудий и минометов, 32 тонны боезапаса, гужевой транспорт. К 10:30 утра 26 числа саперы на грузовых понтонах организовали переправу на Косу танков Т-34 213-й отдельной танковой бригады. К 11 часам, значит, 26 апреля передовыми частями был взят поселок Нойтьев и очищена от противника северо-западная часть Косы. К 12 часам дня 26 апреля были переправлены на Косу 8 танков Т-34, которые вступили в бой, поддерживая наступление 5-й гвардейской стрелковой дивизии. И к исходу дня на Косу были доставлены еще 18 танков 123-й танковой отдельной бригады и ее штаб. Впоследствии на Косу были еще переправлены самоходки САУ-85, САУ-100 и САУ-152. Другая бронетехника наша на Косе на тот момент участие в боях не принимала. Я имею в виду танки КВ или ИС. 15 часов 26 апреля завершил переправу 3-й танковый батальон из состава 23-й отдельной гвардейской танковой бригады. Этот батальон поступил в подчинение 31-й гвардейской стрелковой дивизии как танковый батальон прикрытия и действовал во втором эшелоне наступающих частей. 2 стрелковых полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии в районе горы Шведенберг со стороны залива Фришесхаф окружили крупный опорный пункт, значит, противника, который имел артиллерийскую батарею и оборонялся, значит, остатками немецкой пехотной дивизии за номером 290 во главе со своим командиром генералом-майором Карлом Хенке. Эта группировка оказывала самое серьезное сопротивление, и сдаваться она не хотела. И к исходу дня она была блокирована. Все попытки взять штурмом, значит, этот опорный пункт с артиллерийской батареей окончились неудачей. Значит, опорный пункт после неудачных попыток штурма блокировали части 84-й гвардейской стрелковой дивизии. В это время 5-я гвардейская стрелковая дивизия после овладения Нойтьевом наступала вдоль побережья залива, уничтожая по пути многочисленные, но плохо организованные группы немцев, имеется в виду тех, кто отказывался сдаваться, и соединилась с частями западного десанта в районе батареи Лемберг. Продолжая движение вперед, таким образом в наших руках оказался примерно 10-километровый участок Косы, то есть начиная от ее окончания на северо-востоке. К 10 часам вечера 26 апреля части 5-й гвардейской стрелковой дивизии отбросили противника к 4-му рубежу обороны, но сходу овладеть им не могли. То есть по итогам, получается, 26 числа боев, 26 и конца 25 числа, значит, 5-й и 6-й рубежи обороны нами были взяты или взяты были частично. Значит,
Четвертый рубеж обороны обороняли части 32-й и 83-й пехотных дивизий и танковый полк Великой Германии, которые несколько раз контратаковали наши части. К 22 часам в результате упорного сопротивления немцев в районе урочища «Русский лагерь» наступление 5-й гвардейской дивизии было остановлено. Решением командира 16-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Семенова, который осуществлял общее руководство наступающими частями по косе, 84-я гвардейская стрелковая дивизия вследствие потерь была выведена во второй эшелон наступающих частей. За день боев 26 апреля было взято в плен до 4500 солдат и офицеров противника, около 1300 человек было уничтожено. Также были уничтожены 3 танка и 8 орудий. Захвачено в исправном состоянии 2 танка. Также были захвачены 10 орудий и много стрелкового оружия. К исходу дня наземные части продвинулись по косе вперед до 10 километров. Как я говорил, преодолев 2 первых рубежа обороны. В течение дня 26 апреля и ночь 27 апреля через пролив Зейтив частями 11-й гвардейской армии был наведен понтонный мост длиной около 500 метров, и который был готов к 6 утра 27 апреля. О второй части наступательной операции на косе, начиная с 27 апреля по 9 мая, мы с вами, дорогие слушатели, поговорим в следующей части нашей передачи.